Всем привет! Меня зовут Катрин Солнечная. Сегодня на связи с нами Алена. Алена, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Ален, расскажи немножко сначала о себе. Мы хотим немножко пообщаться вот в таком режиме онлайн, чтобы а, люди лишний раз убедились, что мы никого не продали на органы, нет, не сотрудничаем ни с какими борделями, что все, кто приезжают, они возвращаются домой. Алена сейчас дома. Расскажи, пожалуйста, Мгм. откуда ты и как давно ты с нами работаешь? Хорошо. Я с Казахстана, получается. У меня образование среднеспециальное. Обучалась я на швейное производство. Ну, вот связанное что-то с модой. Шила одежду. Потом мне все это как-то надоело. И я что-то хотела для себя новое, что-то открыть. Я смотрю, что мои знакомые девочки уезжают там куда-то там за границу работать. Ну, я думала, что одно на уме. Одно было вот это, что типа грязь, вот это все. Потом у Спорт и меня все была такое, да? знакомая, да, 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 я про это вот сразу, у меня сразу эта мысль. Я такая думаю, нет. Потом мне менеджер, моя знакомая, она тоже, получается, с моего города, она мне предложила работу в Турции. Я такая думаю, нет, нет, я сразу ей отказала, говорю, нет. А потом она мне начала расписывать, типа, скидывать отзывы всякие вот девочек. И все, и она говорит, давай попробуем, говорит. Ну, там в Турции контракт был от 4 месяцев. Типа нельзя было 1 месяц поработать, Рабочая а виза, нужно да? было сразу 4. Да, да, строго рабочая виза в Турцию. И я такая говорю, ну хорошо, давайте попробуем. И все, она мне начала помогать с помощью в оформлении документов, все полностью. Помогла мне, мы подались на визу вместе, мне одобрили, и все, купили билеты, и я поехала. Одна. А нет, не одна, еще одна девочка была с моего города, мы вместе с группой поехали. Как-то группой более не так страшно было Мгм. вместе. Это Все, потом пометочка. мы Это прилетели. был не контракт с престижем, правильно? Это был какой-то Нет, нет, это был другой контракт, мой первый самый контракт. Мгм. И ты Вот. поехала в Анкару. Потом, да, это столица Турции. Я думала, что море, вот все такое прям вау, типа Турция же. И вот про Анкару я не прям так сильно было наслышана, что прям туристическое. Это не туристическое место совсем было, это не курортный город, это такой бизнес, деловой центр, ну, такой Мгм. деловая страна такая была там, Мгм. бизнесмены, все вот это. Я про это вообще ничего не знала. Мы прилетели, нас менеджер встретил, все хорошо было, вы заселились в отель, вот. Проработала я сколько? Ну, там полностью весь контракт я проработала. Работала. Мгм. Да, 4 месяца строго, получается, с меня взяли гарант. Мгм. Гарант $250. $250 взяли с меня гарант. Потом что-то вот, когда уже последний месяц, 4-й месяц, мне прям так было, ну, знаете, домой хотелось ужасно. Это Тяжело. мой первый самый, моя поездка за границу. Да, Мгм. я вот никуда не летала, это вот моя самая первая поездка. И мне прям, да, было тяжело, вот ничего не хотелось, хотелось домой. И все, я взяла отпуск, приехала в Казахстан на месяц, и потом обратно улетела также. Проработала там тоже где-то месяц. В Турции также все по вот этому контракту, Мгм. в том же клубе, все так же. И потом что-то мне опять вообще вот, ну, не было такого желания работать в этом Мгм. клубе. Как-то все. И я потом у девочки что-то спросила, она что-то начала нахваливать Албанию, Македонию. Вот, и я такая что-то задумалась, такая поставила стоп-контракт и не хотелось домой ехать. И я такая сразу у нее спросила, говорю, дай мне номер менеджера, контакты, вот это все. И вот как раз престиж вот это. Она говорит, давай я вот это дам, он говорит, хороший, типа, Мгм. менеджер, там все во всем тебе поможет. Вот, и она мне дала контракт, ой, контакты, я связалась, она мне быстро ответила, все объяснила, прям в Македонии то, что там нужно было по ваучеру, то, что там нужна была виза, и мне надо было быстренько-быстренько сообразить, куда мне дальше ехать. И мы выбрали в итоге в Албанию. Мгм. Про Албанию тоже как-то, знаете, мне было страшновато ехать, ну как-то такие мысли были,
думаю, нет, думаю, Албания что-то какая-то А чего ты страна не для боялась? меня. Что ты знала об Албании? Вот что можно бояться? Что было в голове? Какие страхи? Ну, Албания, что типа такая Бедная опасная страна, страна, да? такая типа Низкий уровень опасная, жизни. типа, да, да, вот, что типа бедная, что там ничего не заработаю в итоге. Но я все-таки решилась. Я хотела все-таки что-то взять для себя. И вот, и мы с менеджером все решили, что она мне помогла с документами. Мы купили билет, и я поехала сразу с Турции в Албанию. Напрямую, отлично. Вот ты приехала в Да. Албанию. Какие у тебя были первые впечатления? Вот когда только заселилась, видела ты соответствие тем условиям, которые тебе обещал менеджер престижа? Или наоборот, картина отличалась, ты была готова к худшему, ждала лучше, или наоборот, представляла себе какой-нибудь там дворец, а ждала, что... Как было Насчет ощущение? проживания, да. Мне менеджер сразу сказал, что, говорит, типа, девочки не жаловались. Мгм. Я спросила сразу про проживание. Для меня это самое важное было, что Мгм. чтобы я там себя комфортно чувствовала. Она сказала, что типа, ну, девочки не жаловались. И мы приехали, получается, меня встретили, заселили. Ну, у нас как была мини-вилла, что ли, для девочек. Там Мгм. жили несколько девочек. Вот. И я приехала, ну, мне, в принципе, тоже все устраивало. Не Комфорт. было такого, что ужас. Комфорт был, да. Я прям Мгм. чувствовала, и там девочка меня тепло встретила. Мгм. Я жила с девочкой из Албании, она была местная. Мгм. Вы вдвоем в Я комнате, с ней жила. Да, мы да? с ней вдвоем были в комнате, да, и мы с ней нашли общий язык. Она мне все показала, все рассказала. Как-то мне было комфортно там жить. У тебя свободный Вот. английский. Вы с ней на английском языке говорили, да? Да, да. У меня, ну, как свободный английский. Я все понимаю и высказаться так могу. Ну, на разговорном уровне. То есть, ну, а когда ты первый раз летела на контракт, твой английский был такой же хороший или во время работы ты подтянулась, Во время работы я хорошо его подтянула, потому что да? я больше всего на английском разговаривала, да. Мгм. Это Так что тоже как бы... один из страхов девчонок, боятся многие, я вот поеду, как я не говорю по-английски, у меня там тройка по английскому была в школе, я никогда не умела. И Нет, как вот ты все, к да, этому это относишься? не Посильно? знаю, как-то к языку то что? Ну да, посильно вот все-таки прийти вообще с базовым английским и на месте его разговорить. Что, Да, да? конечно, конечно, прокачать его вообще, да, на практике его прям хорошо. Можно, да, это вообще, это без проблем. Отлично, я рада, что еще один миф сейчас мы с тобой развеяли. Да, да. А, Нет, можно хотела даже не узнать, переживать. мгм. Хотела узнать, вот ты, получается, работала в Турции, потом ты приехала в Албанию. Вот немножко закончим с историей Турции. А сколько в среднем получалось зарабатывать в день? Вот, ну так, грубо, я понимаю, что 4 месяца это большой срок, и, наверное, были разные дни, но вот в среднем, когда ты вспоминаешь Турцию, сколько ты можешь сказать, сколько, в принципе, в Анкаре так примерно можно заработать? Вы сейчас про Турцию, да, Про говорите? Турцию, да, сначала про Турцию, а потом уже дальше. Мгм. Там оклад был в месяц $1000, Мгм. $1000, и плюс чай каждый день. Чай нам выдавали после работы Мгм. на следующий день. Мгм. У меня там выходило, если я вам в долларах сразу Да, скажу, хорошо, спасибо. в местных лирах, в долларах у меня выходило где-то 20-30 долларов в В день. день. Мгм. Понятно. Да. Плюс Потому оклад. что плюс оклад, да, да. Мгм. Ну, там как бы и дешево было, что там как бы нужно было выходить с гостями в рестораны, куда-нибудь Мгм. там покушать, куда-то. И вот мы за их счет, получается, кушали, вот это все. Поэтому можно было как бы свои вообще деньги не тратить. Мгм. Хорошо. Ну а когда в ресторан выходили, сколько это страшно? М, Как бы можно было, вот когда ты пообщался с человеком, и потом только можно будет узнать. Например, если человек прям такой, знаете,
то я не выходила с ним никуда. Можно, да, можно отказывать, с этим нет Да, проблем. конечно, можно, да, можно не выходить, как бы. Это твое право, твое. Хорошо, и теперь давай про Албанию, которую ты работала с престижем. А в каком городе ты работала, на какой позиции? В Албании? М? В Албании я сначала, мне менеджер предложила в курортный город, это в маленький такой, Саранду. Мгм. Сначала я там проработала, мне там прям очень нравилось. В Саранде, ну там как бы сезон был, она мне предложила, я согласилась. Я там проработала 3 недели в Саранде, возле Сезон моря, это город. летом? Сезон, да, летом, Мгм. мая по сентябрь, что ли, То есть ты попала в сезон сезон. был там. Да, да. И вот я больше всего в Саранде работала с туристами. Там было больше туристов, там были итальянцы, с Америки приезжали тоже. Ну, там Мгм. очень много было нас. Классно. Да. Ну, вообще, в Тоже, основном были все итальянцы. То, что Италия была близко к Албании, м? они же рядом, Да, да, да. и там итальянцев было больше. Мгм. То есть хорошо, если еще владеешь итальянским, наверное, можно тоже там успешно поработать. Тоже, да. Потому что И лето в некоторые Италии девочки, не сезон, а можно приехать. Вариант. да. А вот в Некоторые итальянцы Албании, знали. в Албании вот возраст гостей примерно, это все-таки молодые парни или больше возрастная такая вот? Молодые. Молодые, Больше большинство такие. молодые. Да, молодых больше было. Мгм. И там в Албании ты танцевала или просто хостес? В Албании поначалу я была просто хостес, ну, где-то 2 дня, а потом я начала танцевать Ага, шоу. отлично. То есть без опыта можно спокойно тоже работать. Как вот ты без Да, опыта? конечно, да. Я без опыта, да, вообще. Никто там не говорил, что где там твои пируэты, не знаю, там О, какие-нибудь нет, нет, постановки. все было нормально, нет, нет. Просто как ты хотела, так и двигалась. Как бы. Отлично. Было все, да, комфортно. Хорошо. А вот по Албании примерно самый большой и самый маленький заработок твой дневной в Саранде, например. Ты сначала Саранда была, потом Тирана. Да, да, на сезоне сначала я там попала чуть-чуть на сезон. А, Сначала был оклад, там же 1000 евро оклад, Мгм. и плюс чай я делала в день спокойно 150-200 евро, когда вот в Саранде была. Существенная разница между 150, Турцией и Албанией. конечно, да, А да. вот, кстати, по поводу, всегда говорят, что восточные страны это чаевые, это подарки, это вот рандеву, да, там рестораны. Про рестораны, да, мы поняли, что можно ходить, можно не ходить. А вот в целом по подаркам, по чаевым, где ну, чаще тебе оставляли, дарили ли тебе что-нибудь или чисто вот процент от напитков, от танцев, как было? В Албании там нельзя было же выходить с гостями никуда. Они просто могли оставлять чай. Чай Начать. они оставляли хороший. Да, чай прям оставляли хороший. Мгм. В Турции надо было выпрашивать, там, намекать как-то, а так они сами не подарят ничего. Ни за что. Чай никогда не оставляли. В Вот. Албании с этим А проще. в Албании щедрые, прям да, мне прям понравилось. В Ты Албании чай хотела еще вообще без вернуться? проблем. Хотела бы В вернуться еще Албанию? в Албанию, да. Да, конечно, я вот улетаю 6 ноября. То есть ты сделала небольшой перерыв, отдохнула и Да, я отпуск, да, взяла на месяц и поеду обратно. Я уже менеджеру сказала, всем сказала, что я прилетаю обратно. отлично. Молодец, надо зарабатывать миллионы. Нечего сидеть дома, это что ж Да, это всему свое время. да. А вот что из этих двух стран, вот так как ты не так давно, да, закончила эти два контракта, что для тебя самая большая вот разница? Ну, помимо денег, теперь я понимаю, что Мгм. оплата, да, 20-30 или Большая разница, 150-200, да, конечно. это вот. А еще вот что-то ты могла бы вот выделить, что вот принципиально разное вообще? Вот там, например, Мгм. черное, здесь белое. Вот что-то такое, прям огромная разница. Есть что-то у тебя такого в памяти об этой работе? Мгм. Ну, во-первых, минусом для меня в Турции было, что нельзя было выходить с отеля после 12 и Мгм. приезжать до 8 часов вечера. Мгм. И в выходные тоже нельзя было,
выходить, ну, где-то ночевать там, нужно обязательно вернуться в отель. Вот. И еще то, что контракт от 4 месяцев, что там нельзя было просто приехать, например, на месяц поработать и уехать, вот как, например, в Албании, да. Нужно строго 4 месяца отработать, гарант, вот это все. Понятно. То есть, ну, более свободно, да? Ты себя чувствуешь, так скажем, взрослой девочкой, нежели ребенком на каникулах. Я поняла. Ну да, Там это очень важно. безопасно. Ну вот, кстати, то, что, получается, ты так хорошо зарабатывала в Албании, развеяло твой какой-то вот тоже страх, что это бедная страна? Или все-таки ты все еще считаешь, что это страна относительно среднячковая, просто очень щедрые люди? Как вот ты считаешь? Ну, нет, что бедная страна, нет, не Нет, скажу. уже нет такого. Нет, Все в порядке, совсем. да, в целом. Просто Да. действительно по статистике считается, что Албания Щедрые, бедная да, там страна. щедрые. Но их ментальность, их образ жизни, те люди, которые ходят в бары, вообще не соответствуют той картине, которую мы знаем про Албанию, как правило, да, потому что сидя дома, мы Мгм, знаем мгм. совсем другую Албанию, совсем других людей. Да, 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 нет, там все вообще, А все вот отлично. по поводу а, парных взаимодействий, вот с девчонками, я так понимаю, в Албании ты дружила больше с местными, да? В Турции вы, Да, наверное, держались с девчонками, с которыми летели. приезжали, Как да, внутри с разных складывались стран. отношения? Не было вот сейчас таких конфликтующих сторон между собой там на почве общего а, вселенского вот этого хаоса, который происходит? Или девчонки просто они живут вот в моменте здесь и сейчас? Как вот у вас как складывались отношения? Ну, вообще, я не конфликтный человек, и в Турции у меня были подруги, очень много было подруг. Ну, как бы взаимоотношения между, ну, с девочками были вообще хорошие. И в Албании тоже. Албанцы местные, вот эти иностранки тоже со А всеми иностранки дружила. откуда в Не было. основном были? В Албании? Да. В Албании были я вам скажу, с Македонии, Мгм. так, с Украины больше, Мгм. с Украины, России, с Казахстана тоже девочки Мгм. были. И все в целом между собой находили общий язык. Да, конечно, все друг другу помогали, прям вообще. Это вот такая Все редкость, и очень всегда классно. так приятно слышать, когда девчонки между Да, собой я сама все-таки была дружат. против, да, конечно. Это прям здорово. А, вот, в общем-то, я тебе сильно благодарна, потому что вот такой какой-то объемный, вроде мы так быстро поговорили, но очень объемная информация, все важные моменты, которые часто всплывают, да, в голове, когда ты собираешься Да, только на да, контракт. конечно. А вот какое-то можешь в заключении дать какое-то напутствие девчонкам, которые только планируют либо полететь вообще в первый раз просто на контракт, либо полететь на первый контракт вот в Албанию или в Турцию. Какое-то вот, может быть, твое пожелание, какой-то твой совет, что бы ты могла им сказать, вот лирическое вступление от этого рабочего чата. Мгм. Во-первых, если ты не попробуешь, ты не узнаешь. Вот как я. Я вот, да, рискнула, так сказать. Всегда нужно выбирать хорошего менеджера. Сейчас очень много таких фейковых всяких. Всегда нужно смотреть по отзывам тоже. Что еще? Вообще рекомендую прям Престиж. Мне прям нравится с ними работать. Да, вот у вас вообще самый топ, Спасибо. можно А ты вот, сказать. кстати, когда хотела Там, лететь, когда тебе порекомендовали престиж, ни для кого не секрет, что есть такая нормальная доля негатива в интернете, да? Сталкивалась ли ты с этим негативом в интернете, когда, ну, были сомнения, возможно, мы, я не знаю, сейчас отправим, нет, не было? никогда не слышала негатив про Нет? Престиж. Ой, прекрасно, и не Вот слушай. в Турции, да, вот девочки были, они вот тоже ездили через вас. Мгм. И вот она мне как раз порекомендовала вас, она прям вот расхваливала. И я сама довольна, вот я сколько через Ой, вас все. И это второй очень контракт у меня был приятно. через вас, поэтому да. Спасибо тебе огромное за доверие, спасибо тебе за уделенное время. От себя тебе желаю классных, продуктивных, максимально денежных контрактов, новых
классных знакомств и расширение общей географии. У нас огромный выбор вакансий, стран и возможностей, поэтому здесь, Вот, чтобы да, тебя мне было видеть предлагали вот много раз. Европу, Швейцарию Да, тоже. вариантов много. Хорошо, Было бы Албания. желание. Да, тебя уже ждут в Албании. Поэтому все, мы Мгм. на этом можем закрываться. Спасибо еще раз. Пока-пока. Спасибо вам большое.